Нет, ну ты только погляди на него, темный, как шоколадка. И за что же нам такое наказание? Говорила я тебе, сынок, что Машка твоя, та еще вертихвостка. Вот и наставила тебе рога, какой позор. Что теперь людям говорить? Как в глаза смотреть? Причитала свекровь, выходя из роддома. Она сразу обвинила в неверности невестку, даже толком не поговорив и не проанализировав ситуацию. Маша, кто это? Сын Павел, то есть Машин муж, молча плелся рядом. Он очень ждал рождения своего малыша, первенца. А когда еще и узнал, что это будет сын, так вообще возгордился. Ходил довольный, хвастался на каждом шагу, что в августе у него появится наследник, с которым он и на рыбалку махнет, и в шахматы играть будет. Паша мечтал, отчаянно и от всей души, как мечтает каждый мужчина, который становится отцом по великой любви и большому желанию. Но увидев мальчика, он не поверил своим глазам. «Маша, кто это?» Растерянно пробормотал он. «Сын твой». «Наш», чуть не плача отвечала жена. Видно было, что она сама в шоке от такого поворота судьбы. Так, может, перепутали, и он чужой. Надежда теплилась в сердце Павла. Но она была разрушена врачом, принимавшим роды. «Это ваш ребенок. Сын Марии, могу вас заверить. Что касается вас, Павел, то тут все вопросы или к супруге, или к родственникам. Возможно, они согрешили, а вам не сказали», тайком в коридоре сказал медик мужчине. Паша, конечно, задумался. Жена его уверяла, что всегда была ему верна, она и сама не понимала, как такое могло случиться. Таиланд и Болгария начнут принимать карты, мир iPhone 13 мог быть полностью без кнопок. Как Apple смогла сделать это любителям молока важна, здоровая жизнь, виды женщин по типу их любимого напитка, к сожалению, дело было в далекие 90-е. Тогда ни о каком тесте ДНК никто не слышал, а если и слышал, то процедура была практически недоступной. Поэтому Паше оставалось только верить. Муж очень любил Марию, поэтому сначала был на ее стороне. Несмотря на едкие сомнения, он воспитывал мальчика целых полгода. Он его даже успел безумно полюбить и привык к необычному виду младенца, но его мама все никак не могла успокоиться. Измена, от внука свекровь отреклась сразу, а вот сыну звонила регулярно, повторяла, что его жена изменила и нагло это отрицает. Вода, как говорится, даже камень точит. Не выдержал такого давления и Павел. В один прекрасный день он собрал чемодан и уехал к родителям. Маша плакала, умоляла его вернуться, даже пару раз к свекрови домой ходила, но ей только указывали на дверь. Со временем женщина смирилась с тем, что воспитывать ребенка и ставить его на ноги ей придется в одиночку. Тем временем мальчишка, которого назвали Давидом, рос очень красивым малышом. Он был мулатом с огромными карими глазами и нежными чертами лица. А еще он был очень умным, в детском саду первым научился читать, производить несложные математические действия. А еще он рисовал такие картины, что воспитатели только охали и советовали маме отправить его работы на какой-нибудь конкурс. Ведь Давид – настоящий талант. И вдруг стала розовой. Почему, как сохранить голубой цвет у гортензий, дорогая коллекция и другие неизвестные факты о Максиме Галкине форма насилия, почему нельзя заставлять ребенка делать что-либо, возвращение блудного отца Маша много работала, чтобы дать своему сыну все самое лучшее. Было очень тяжело, но женщине помогали родители. А спустя 4 года в ее двери позвонили, там стоял Павел, виновато опустив голову. Сначала Мария не хотела его даже слушать, но, взяв себя в руки, решила впустить. Все-таки он отец ее ребенка, в этом-то она, в отличие от других, не сомневалась и не пожалела. То, что молодая мама услышала, повергло ее в большой шок. Павел рассказал, что все это время скучал и постоянно думал об этой ситуации, искал выход и верное решение. Он признался, что мама его почти убедила в неверности жены, но до конца он ей все равно не поверил. Поэтому все эти 4 года искал зацепки, рылся в родительских архивах, поднимал какие-то старые бумаги родственников. Знакомый врач ему подсказал, что гены – штука непредсказуемая, и, возможно, кто-то из его предков был темнокожим, а результат проявился только через поколение. Неожиданный финал муж Марии сразу заподозрил своих родителей. Его насторожило то, что никаких писем или фотографий из молодости его мамы не сохранилось. Все контакты ее студенческих лет были уничтожены. Поэтому совсем случайно, когда мужчина уже отчаялся найти ответ, поиски привели его к давней маминой университетской подруге Ольге. Через знакомых удалось узнать ее новый адрес. Повезло, что она все еще проживала в их городе. Исследование определило, как одомашнивание коров влияет на размер их мозга. Джефф Безос,
его брат и еще 2 космических туриста отправятся в полет 20 июля, перенесшим ковид. Лучше не планировать отпуск с длительным перелетом. Паша взял подарок и придумал более-менее правдивую историю о том, что мать вспомнила подругу и решила передать ей презент, позвонил в ее двери. Ольга Николаевна очень обрадовалась. Она давно и сама мечтала связаться с его мамой, которая была ее близкой подругой, но все как-то времени не хватало. Ничего не подозревая, женщина поила Пашу чаем и показывала ему старые фотографии студенческих лет, ярко комментируя и вспоминая особо забавные эпизоды. Паша внимательно смотрел на снимки, пытаясь найти зацепку. И он ее нашел. На одном фото его мама стояла в обнимку с чернокожим парнем. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.